день, уважаемые, с вами снова я, это 13-я серия Жиж-обзора, а на Жиж-обзоре сегодня линейка жидкостей, которую представила компания WTO или WTO, не знаю как правильно. Линейка называется Vape Walker. Исходя из названия линейки, мне кажется, в жидкостях будет присутствовать кулада. Попробую объяснить, может кто-то не заморачивается с HBO и богоподобным сериалом «Игра престолов». В общем, в этом сериале есть белые ходаки. Это легендарная нечеловеческая раса, обитающая на крайнем севере Вестероса. С нетерпением жду следующего сезона. А пока вернемся к линейке. В общем, тут будут вейп-ходаки. По составу и вариациям крепости основа VGPG 80/20 в таких клевых стеклянных бутылочках синего цвета, с хорошими пипетками, есть защита от людей, контроль первого вскрытия и доступная крепость 1,5, 3, 6, ну и конечно нулевка. Кстати, интересно, шестерку еще кто-то парит? Давайте где-нибудь вот здесь будет голосовалка. Интересно, кто какую крепость сейчас юзает. Щелкайте, голосуйте. Мне, например, заходит 1,5 и 3. На обзоре у меня, кстати, 1,5. Давайте поближе рассмотрим один из миксов. Это 30-мл флаконы, выполненные из синего стекла. Принт вейп-ходока, объем, крепость, штрих-код, состав, все есть. Кстати, название миксов типа как из «Игры престолов», но я не все разгадал. Если кто догадается, пишите в комментарии, реально интересно. В общем, сейчас буду называть название и что оно значит в оригинале. Ну, до чего я допер. Пинки не догадался, пишите, если догадались, сейчас поймете, о чем я. Вин-Вин, это тоже сначала не догадался, хотя вроде так звали великана. Снарк, это, думаю, Старк. Нагга, не знаю. Драгон Глаз, ну тут все понятно, драконье стекло. Бастард, тут, думаю, тоже. Грейджой, это тоже понятно. Талли, понятно. Скрот, нужно разгадывать. Халиси, тоже понятно, это типа Дайнерис к Халиси. В общем, люблю разгадывать такие штуки, пишите в комментариях, если догадались, что за персонажи скрываются под миксами, до которых я не допер. А теперь давайте подробнее ознакомимся с каждым из миксов. Первым будет Пинки. По описанию это неповторимый кисло-сладкий вкус охлажденного домашнего варенья из спелой малины. Попробую. На малину этот микс, конечно, похож. По вкусу прям true малина. Но это не свежая малина, а знаете, когда мешаете компот из малинового варенья, выпиваете его и хотите съесть ягоды с дна чашки. И у них такой немного переваренный вкус. Так вот, по ощущениям, чем-то похоже на это. На послевкусии вменяемое количество кулады, в общем, это мне не особо зашло. Давайте следующим будет Вин-Вин. Тропический кисло-сладкий букет из спелого ананаса, сочного киви и личи с охлаждающим послевкусием. Пробую. А вот этот прям пушка. Тут очень яркий вкус личи. Это такие странные диковинные фрукты из тропического отдела больших супермаркетов. Я их пробовал пару-тройку раз, но прямо с первой хапочки понял, что это прямо они. Концептуально не похоже на все тропики, что я пробовал до этого. Очень необычный вкус, и он очень похож на натуральный. За эти тропики плюс. А следующим на очереди будет Снарк. Наверное, это Джон Снарк. Цитрусово-сливочное совершенство. Нежный вкус охлажденного лимонного чизкейка. Чизкейки я люблю, а вот лимонные не очень, но заценим. Очень-очень-очень плавный вкус. Если сравнивать это из серии жидкостей, где основной вкус крем, типа как не приедается, но мне такие вкусы не особо нравятся. Я люблю более яркие, насыщенные, запоминающиеся. А тут очень плавный чизкейк с небольшой еле заметной ноткой цитрусов. Неплохо, но явно не мое. На послевкусии, кстати, тоже чуть-чуть кулады, прям еле заметной. Она вообще не бросается, ее замечаешь потом на третьем плане, и это прикольно. Следующим будет Нагга. Вкус вафельного рожка с нежными нотками ванильного мороженого. Незабываемый вкус из детства. Попробую, кстати, что за персонаж, я тоже не разгадал. Очень круто, серьезно, это самый вафельный рожок из всех жидкостей, которые я когда-либо пробовал. По ощущениям, я как будто его ем, вот прям сижу и ем, за это жирный лайк. Мороженки тут особо нет, но вот вкус рожка топ, очень круто. За этот микс спасибо, если где увидите, то очень советую попробовать. И давайте перейдем к следующему, это будет Драгон Глаз, драконье стекло, которыми можно было зафигачить белого ходока. Это не описание, это как коммент от меня, и по описанию это душистый, яркий, насыщенный вкус липового меда с цветочным послевкусием. Заценю.
Это тоже годный, реально похоже на мед. Такой микс тоже не пробовал. Мне кажется, его будет прикольно во что-нибудь добавить. Мне прям реально сложно, потому что ароматизаторы, использованные в этой линейке, я никогда и нигде не встречал, и они мне очень нравятся. Надо будет попробовать выведать. Этот микс мне понравился. Мне кажется, в исполнении 3 мг никотина будет прямо топыч, потому что тройка добавит такое приятное жжение, как от меда. С полторашкой этот эффект чуть менее заметен. Ладно, давайте пробовать дальше. И тут у нас бастард или бастард переводится вроде как ублюдок. В сериале так называли незаконно рожденных детей, и по описанию это поворот, пикантный вкус голландского сыра Маасдам. Сладковатый с тонким с ореховым послевкусием и мягким ароматом сыра. Очень интересно. Заценю. Блин, опять очень круто. Я ее парю и просто хочу есть. На вкус как сыр. Не противный химозный сыр, а приятный вкусный сыр. Хочется пойти залезть в холодос и что-нибудь сожрать. Очень разгоняет аппетит. На стриме спрашивали жидкость под пивас. Думаю, это топ под пивас. Вот это прям вообще рекомендую попробовать. Серьезно. Обычно стараюсь ничего не рекомендовать, но это нужно пробовать. Сыр очень клевый. У меня, кстати, возникла идея. Попробую добавить Dragon Glass, который жидкость с липовым медом, типа сделать микс в сыр. Интересно, что из этого получится. Попробую. А получилось очень круто. Даже не могу описать, насколько это необычно парить сыр с послевкусием меда. В общем, круть. Ладно, мои самозамес-эксперименты оставим для пиратского. А сейчас следующий микс, и это Greyjoy, серый червь. Мягкая нота цитрусовых с цветочными кисло-горькими нотками придает тонкий вкус, восхитительную легкость и тонизирующее действие. Попробую. Воу-воу, тут на первом плане бергамот, или, как я слышал в одном обзоре, чувак его очень прикольно назвал бергамонтом. Это часть бергамонтом, но в нем есть проблемс. Бергамонта очень много на первой тяге, прям химозно много, а вторая, третья он выравнивается, но вначале прям бьет по рецепторам, это не очень приятно. Мне кажется, в этом миксе нужно снизить количество бергамота, и будет прикольно. Этот мне не зашел. Для истинных гурманов, скорее всего. А дальше у нас будет Талли. Свежий вкус охлажденного смузи из черники, ежевики и голубики. Попробую хипстерский смузи. Черничный микс мне по ощущениям чем-то напоминает чизкейк из этой линейки. То есть я люблю более насыщенный вкус и аромат. Тут он такой очень-очень плавный, типа повседнев, но совершенно не запоминающийся. В сравнении с сырным миксом вообще не оставляет впечатлений. Плавный вкус лесных ягод, хорошо раскрывается со второй-третьей тяги, хорошо сбалансирован, но не яркий. Кулада в нем, кстати, позлее, но мозг не взрывает. К этому, в общем, нейтральное отношение. Наверное, не купил бы. А следующим у нас идет скрот. Вы будете приятно удивлены необычным вкусным и ароматным вкусом охлажденного персикового чая. Судя по описанию, я думаю, что должно быть похоже на персиковый чай Нести. Заценю. Персик хорош, реально чем-то напоминает персиковый Нести, особенно на послевкусии, но по мне нужно чуть меньше кулады, прям вот совсем чуть-чуть поменьше. Она все так же не злая, ее чуть-чуть, но вот хочется еще поменьше. Возможно, это мне. Сильное персиковое послевкусие, это тоже прикольно, мне понравился. Но нравился бы больше, если бы кулады было чуть меньше, а персика, наверное, чуть больше. И последний микс в линейке — это Халиси. Наверное, Дайнерис Халиси бурерожденная. Это по описанию освежающий вкус свежевыжатого клубничного сока со льдом. Клубнику я люблю, попробую. Клубника здесь необычная, я привык к типажной, тут совсем другая аромка, похоже чем-то на клубничный напиток типа клубничной фанты. На фоне есть кулада неплохо, но на клубнике я собаку съел, мне больше нравится типажная. В общем, как-то так. Вот и все, топов, как всегда, расставлять не буду, но о том, как меня впечатлил сыр, не сказать просто не могу. Мне зашла где-то половина линейки, а прям не зашел только бергамот, который Greyjoy Бергамонт. В общем, это все очень субъективно, думаю, все понимают. Еще порадовало, что хоть кулада и присутствует почти во всех миксах, она крайне приятная, создает лишь такой легкий оттенок холодка. Теперь по ценам. На прилавке эта жидкость должна стоить в районе 500 рублей. По мне так ценник достойный, брать ее или нет, зависит только от вас. Мое дело вам ее показать и поделиться впечатлениями. Ссылки на ребят найдете в описании этого видео. Ставь лайк и подписывайся на канал, если тебе понравилось данное видео. Но я напомню, что в описании ты найдешь ссылку на уютный инстаграм с рецептами, а в конце ссылку на видосик с розыгрышем 10 баков Goblin Mini V3, который пройдет совсем скоро. Спасибо, что досмотрел до конца, приятного и пока!